Что хорошего на этом пляже? Что здесь рядом с пляжем находится форт, который в свое время любили посещать Наполеон Бонапарт и кардинал Ришелье. Подходим с вами к форту Бригонсон. И как говорили ранее, вся королевская конница, вся королевская знать очень любила в форте Бригонсоне бывать. Обратите внимание, какая интересная колонка для воды. Заводим, и до тех пор, пока она крутится, будет литься вода. Местные жители ее не пили, но поили своих животных, собачек, кошечек, ну а также умывались после пробежки или прогулки. Старое оливковое дерево. Обратите внимание, насколько оно огромное. Ну а мы идем с вами по парку дальше и направляемся в военный исторический музей, в цитадель, в крепость, которая держала оборону, если неприятель хотел высадиться или приближался к французской земле и непосредственно к городу Сан-Тропе. Вот она, цитадель, которую мы сейчас хотим посетить и посмотреть, что же там находится внутри. К сожалению, нужно одевать маски, но ничего не поделаешь. Всемирная пандемия всех заставляет делать то, что они не хотят. От масок, конечно, звук сейчас немножко изменится, но я надеюсь, что вам все равно будет интересно. Ну что, мы прошли фейс-контроль. Жесткий отбор. Не каждого туриста еще готовы запустить в данную крепость. Но мы внушили доверие. Помните рассказ про барона Мюнхгаузена, когда говорилось: спой, птичка, не стыдись? Вот он, какой красивый павлин, какой длиннющий у него хвост, темно-синяя шея. Павлин — птица важная. Заклюет он нас или нет, мы не знаем. Но снять его поближе, надеюсь, у нас получится. Если бы он еще открыл бы свой хвост, было бы вообще замечательно и красиво. Ну ладно, птичка пьет. Как говорится, когда человек пьет, его даже змея не жалит. Мы пойдем дальше и оставим ее в покое. Нас впереди ждет еще много интересного. Вход в укрепрайон бывшей рыбацкой деревушки, а ныне города Сан-Тропе. Обратите внимание, какие старые толстые ворота, которые защищали вход в данную цитадель. Мы с вами двигаемся дальше. Сейчас мы заберемся на стену и посмотрим, что нас там ожидает. Дорогие друзья, наша экскурсия только началась, но со стопроцентной уверенностью мы можем сказать и порекомендовать посетить Сан-Тропе с экскурсионными поездками. Для пляжного отдыха мы его не рекомендуем, потому что нормальных пляжей здесь нет. Вы посмотрите, какая глубина
старого колодца. Воды практически нету, но в свое время люди его вырыли, и он помогал им, чтобы не остаться без питьевой воды. Так вот, продолжим. Для пляжного отдыха лучше остановиться где-нибудь в пригороде Сан-Тропе. Километров 8, 10, а то и 15. Где есть шикарные пляжи, чистая вода и практически отсутствие яхт. Что делает воду еще более чистой, отдых более спокойным и купание более приятным. Мы остановились в районе Кавалер-Зюме. Информацию об этом районе вы можете посмотреть в нашем очередном ролике, где мы рассказываем более подробно о местных пляжах, о центральном пляже Кавалер и о не очень больших пляжах, на которые стоит сходить, посетить и получить удовольствие. Вот они, артиллеристы, защищавшие эту крепость. Вы посмотрите, какие огромные пушки. Да, конечно, они не сравнятся с царь-пушкой, которая находится в Москве, в Кремле. Но то, что делалось в старину, эти размахи, эти габариты, конечно, впечатляют. Такую пушку нужно было еще умудриться поставить, зарядить, почистить и сделать один выстрел. Время между выстрелами было очень и очень продолжительное. Солнышко нам, конечно, мешает снять гербы, клеймо, название завода, который выливал эту пушку и поставлял на вооружение во французскую армию. Идем дальше. Сейчас попробуем зайти в этот небольшой замок, центральное здание этой цитадели. Как и все крепости раньше, были окружены глубокими рвами, которые заполнялись водой, и шел откидной мост, который позволял перебраться людям, всадникам в крепость для того, чтобы укрыться от неприятеля. Глубина метров 5. Сейчас здесь, конечно, воды уже нету, но все равно все очень красиво и впечатляюще. А мы с вами пойдем дальше. Небольшой сад. Обратите внимание на толщину стен, сделанные из камня и глины. Возможно, стена просто обвалилась, а возможно, пробоины еще с тех времен. Смотрите, какие старые засовы. Заглянем с вами, что там находится. Там ничего нет, просто укрепительная оборонительная башня, выход к бойницам для того, чтобы вести обстрелы.
А мы выходим с вами на крышу, на террасу, чтобы полюбоваться красотами окрестностей. Старые казармы, в которых жили защитники данной крепости, данного стратегического объекта. Генерал Мушкетеров жил вот в этих палатах, а остальные солдаты жили в казармах чуть попроще. Все, дорогие зрители, мы покидаем эту крепость и идем любоваться красотами Сан-Тропе.